Привет, друзья, это Рамстек, и сегодня я хочу поговорить вам о новых трейлерах, которые вышли за последние пару недель, и почему Rotten Tomatoes самый ужасный способ оценивать фильмы. Поехали! Не так давно в США во время Супербола традиционно выпустили несколько новых трейлеров, таких фильмов как «Мстители», «Мир юрского периода», новая «Миссия невыполнима», и также анонсировали до этого ничего не известный фильм «Кловерфилд Парадокс». И многие уже успели посмотреть, сделать свои мнения и рассказать об этих трейлерах, но я хочу вам сказать, почему я этого не делаю. Я не смотрю трейлеры никогда. Хотя это очень странно, поскольку мое самое популярное видео на канале, которое собрало больше 1000 просмотров, как раз таки реакции на трейлер на «Мстителей». Это было исключение из правил, поскольку я предпочитаю идти в фильм без каких-то ожиданий, которые трейлеры могли мне испортить. Если человек посмотрел слишком много трейлеров или разборов и так далее, у него могут быть неправильные впечатления от фильма и ожидания слишком завышенные или, наоборот, заниженные. И когда он пойдет в фильм, настоящий опыт просмотра фильма будет неполноценным. Поэтому я не собираюсь смотреть трейлер ни на «Мстителей», ни на «Мир юрского периода», ни даже на «Хан Соло». Еще один трейлер, который вышел довольно-таки недавно, это «Веном». И этот, возможно, станет исключением из правил, я посмотрю полный трейлер, но пока что вышел лишь тизер, и он мне абсолютно безинтересен. Я совсем не понимаю, зачем смотреть тизер-трейлер, поскольку в нем, во-первых, ничего не показывают, а значит и смысла в нем нет. Смысл есть посмотреть лишь один трейлер полноценный, если вы хотите прям очень сильно, чтобы не испортить весь опыт просмотра. Но я очень сильно хочу вас попросить не смотреть следующие трейлеры Венома. От этого просмотр самого фильма будет только лучше. Но вернемся к анонсам, которые были во время этого Супербол. Один фильм, продюсированный Джей Джей Абрамс, «Кловерфилд Парадокс», сразу же вышел в тот же самый день и набрал 17% на Rotten Tomatoes. Серьезно? Я, конечно, не считаю Джей Джей Абрамса каким-то сверхгением, но чтобы его фильм сразу же за один день получил 17% отзывов, это уж точно не показатель качества. Я сам фильм еще не смотрел и только собираюсь его посмотреть. Но почему Rotten Tomatoes является таким большим показателем в умах людей? Я этого просто не понимаю. В тот же период вышел рейтинг Rotten Tomatoes на «Черную пантеру». Я на него уже сходил, уже подготовил для вас обзор, скоро он выйдет на канале. Я скажу, что фильм мне очень понравился, но это не фильм, который должен получить 98% позитивных отзывов. Этот фильм получил свой рейтинг еще до релиза. Почему Rotten Tomatoes является самым худшим способом оценивания фильмов? Так это потому, что там есть лишь два варианта ответов – да и нет. Понравился фильм? Да или нет. Only a Sith deals in absolutes. И только потом уже там идут всякие математические модели, где они уравнивают пользовательский голос и голос критиков. Но это все равно не является хорошим показателем, поскольку если ты можешь сказать на фильм лишь «да» или «нет», то даже если фильм находится где-то в средней линии между 4,5 и 6,5, то большинство людей все равно скажут «да», что фильм хороший, он того стоит, и он получит очень много позитивных рейтингов. И вообще, исторически я не верю в Rotten Tomatoes никогда. Если я вижу, что там есть высокий рейтинг, я сразу начинаю понимать, что фильм на самом деле, скорее всего, плохой. Это не всегда правило, это просто то, как я научился использовать Rotten Tomatoes. Но если вы хотите использовать какие-то подобные сервисы, то я советую вам Metacritics, где у них используется более серьезная система подсчетов баллов, или IMDb. Metacritic — это самый, наверное, независимый и лучший способ ревью фильма, поскольку там используется очень серьезная система баллов, которая учитывает не только голос зрителя, но еще и голос критиков. Она ставит специальные весы на эти голоса, так что полноценный последний голос является более значимым. И он использует 10-бальную систему, поэтому можно составить лучшую картинку в голове, нежели сколько людей посмотрели этот фильм с позитивными отзывами. Я недавно наткнулся на целую статью, где математическим способом доказывали, какой из этих рейтингов самый лучший. Я оставлю его в описании, он весь на английском, но он очень хорошо статистически построен, поэтому я вам всем его очень рекомендую посмотреть. Но я не хочу сказать, что если «Черная пантера» набрала на Rotten Tomatoes 98% позитивных отзывов, то это плохой фильм, и вы не должны верить в Rotten Tomatoes полностью. Если это для вас работает, если он
соглашается с вашим мнением, то ладно. Мне фильм очень понравился, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить полный обзор. Ну, я думаю, на этом все. Я был очень рад поделиться этим с вами. И вообще, как и «Черная пантера», весь 2018 будет очень богат на новые релизы и очень качественные фильмы. Так что мы с вами увидимся очень скоро. Например, сейчас мы с Леной идем на Shape of Water, один из главных номинантов на Оскар. Так что ожидайте следующий обзор уже очень скоро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам очень понравилось. И увидимся в следующий раз. Пока!